Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео вы узнаете, как повысить FPS в арене Breakout, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся по настройкам графики. Узнаем, что за что отвечает и насколько сильно влияет на производительность. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео – интернет-магазин ksoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные, а приобретая комплект, можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду Каска получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем мы с подробных настроек. Дальность видимости. Возможно, я где-то неправильно смотрел, но прям чего-то критичного не обнаружил. Низкие, средние и высокие одинаковые по FPS и прорисовке. В таком случае лучший вариант выбрать низкое качество. Сглаживание должно убирать различные лесенки. Как и с прорисовкой, на FPS и общую картинку никак не влияет. Рекомендую низкое качество. Качество теней отвечает за общую детализацию теней. Переход с низкого качества на среднее скушает около 2% производительности. При этом визуальная разница бросается в глаза, и плюс появляется тень от руки с оружием. Высокое качество скушает еще дополнительных 2% и слегка улучшит общее качество теней. Рекомендую среднее качество, но если важен каждый кадр, тогда низкое. Разрешение, как нам пишет описание, определяет разрешение экрана. Как именно оно определяет, я так и не понял. Влияния на FPS и картинку никакого нет. Рекомендую низкое качество. Качество постобработки отвечает за контраст, яркость и даже включает виньетку. Низкое, среднее и высокое скушает по 1% производительности. Для хорошей видимости ставим низкое качество, для картинки среднее. Качество текстур отвечает за детализацию текстур. Переход с низкого качества на среднее скушает около 1% производительности и слегка освободит видеопамять. А вот уже высокое качество визуально детализированнее, чем среднее. И плюс имеет такой же FPS, как и низкое. Даже видеопамять одинаково кушает. И это не баг локации, в других местах тот же самый результат. В этом случае рекомендую высокое качество. Качество эффектов отвечает за огонь, взрыв и так далее. Точно сказать процент влияния на FPS не получится, ведь на разных локациях с разным количеством эффектов может быть совсем другой результат. Тем не менее, низкое, среднее и высокое качество скушает не более 1% производительности. Рекомендую низкое качество. Качество растительности отвечает в основном за наполненность травы. Переход с низкого качества на среднее скушает чуть больше 3% производительности. Визуальная разница на вашем экране, а высокое качество еще плюс 2%. Рекомендую низкое качество. Качество шейдеров. За что они отвечают, можете загуглить. Я тестировал в разных локациях и ничего не обнаружил. Но на всякий случай рекомендую высокое качество, для того чтобы избежать различных неприятностей. Заметить разницу по качеству освещения как визуальную, так и по FPS мне так и не удалось. Рекомендую низкое качество. Тип дискретизации, или в простонародье масштабирование изображения. Здесь у нас есть TSR, FSR 2.0 и DLSS. DLSS на пресете качества даст нам плюс 30% к производительности, что я считаю очень достойный результат. И по картинке все в принципе также неплохо, по крайней мере на Quad HD разрешении. Для Full HD можете слегка прибавить резкости. Это можно сделать в панели управления NVIDIA, либо в самой игре на вкладке постобработка. Из всех трех претендентов лучший результат показал DLSS. TSR на втором месте и FSR 2.0 на третьем. Пользоваться масштабированием изображения или нет сугубо на ваше усмотрение. Обычно я топлю за нативное разрешение, но в этой игре можно сделать исключение. По еще одной причине. При включении DLSS убирается мерцание на объектах. Главное, зайдите на стрельбище и проверьте, нет ли у вас задержки при включении масштабирования. Если что, я имею в виду в игре, а не в голове. При переключении режима экрана на полный экран мы получим на халяву плюс 1, иногда даже 2% производительности. У нас остались мелкие настройки для комфорта игры. На вкладке «Игра», там где интерфейс, я поставил вот как-то так.
можете попробовать. Фоновую музыку убрал, громкость интерфейса сделал практически на минимум, а все остальное оставил пока на дефолте. Постобработку рекомендую на стрельбище каждому из вас подергать. Частенько это может дать небольшое преимущество. И, кстати, на FPS никак не влияет. Оптимизированные настройки графики на вашем экране. А теперь погнали сравним оптимизированные настройки против высоких. Осталось нам сделать последние штрихи, и они касаются небольшой оптимизации винды. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки. Графики. Кстати, если что, все это работает на десятке и на Windows 11. Нажимаем обзор. Нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это Arena Breakout, AB Infinite, Binarious, Win64. И здесь у нас есть приложение UA Game. Нажимаем добавить. Далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Как пишет нам описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Если у вас уже включено аппаратное ускорение, тогда можете сделать наоборот. Отключить, перезагрузить систему, зайти в игру и посмотреть. Возможно, будет работать лучше. Такое тоже бывает. Ну и плюс, если у вас Windows 11 и вы играете в оконном режиме, тогда можете тоже галочку включить. В панели управления NVIDIA нам нужно сделать несколько мелких настроек. Переходим на программные настройки, нажимаем вот сюда, ищем арену Breakout. Если здесь, допустим, ее нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если, допустим, ее здесь нет, нажимаем обзор, переходим по этому пути и приложение UA Game открыть. Анизотропная фильтрация. Для FPS выключаем. Для всех остальных оставляем управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его отключаете, то спокойно выключайте. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Для FPS выключаем. Для более хороших систем, к примеру там процессор Ryzen 5 5600X, выбираем включить. Можно даже иногда ультра, но тут все строго индивидуально. Вполне реально, что появятся фризы, поэтому лучше просто поставить на вкл. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Выбираем приоритет совместимости. И в самом низу фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. Если в арене через часика 2-3 начинаются различные фризы, либо вообще вылетает из игры, можете обратить внимание с помощью MSI Afterburner, насколько сильно через час игры либо 2 кушает оперативную память. Если идет большая утечка, тогда качаем ISLC. Ссылочку я оставлю в описании. Вот у нас сайт, нажимаем на Download ISLC Here и загружаем. Далее делаем распаковку и получаем примерно вот так вот. Ну, кроме, конечно, файлов ISLC и значений. Запускаем ISLC. Нажимаем «Да». Если не запустился, он может здесь прятаться. 2 раза LCM нажимаем, и вот он появляется. Здесь все проще простого. Галочки я обычно убираю. Это для авторежима. Мне он не нужен. Можете сами настроить, если нужно. По поводу значений. Если ваш общий объем ОЗУ 16 ГБ, делим на 2 и получаем 8192, как здесь вот и указано. Если у вас 32 ГБ, как в моем случае, сколько у нас получается? В таком случае у нас получается 16 384
4 и так далее. Думаю, сам смысл понятен. Ставим галочку на Enable Custom и Wanted Timer Resolution пишем 0.50. Rate MS 500. Если вдруг начались проблемы, фризы и так далее, тогда Rate MS повышаем до 1000 на всякий случай. И после этого просто нажимаем Start. Залетаем в игру и наслаждаемся. По сути, базовые настройки мы с вами сделали. Но если вам необходимо повысить еще больше FPS-иков, тогда качаем архив по ссылке в описании, он находится у меня в телеге, либо в дискорде. Называется архив Байкаска версия 2. Здесь у нас есть 3 папочки: настройка видеокарты для AMD, Intel и Nvidia, плюс очистка, все это очищаем. Не это очищаем, а то, что внутри этих папочек очищаем, естественно. Вот переход, бэмс, все, зашли, удалили, нажали отмену, порадовались, пошли дальше. У нас твики реестра, то же самое, 5 файлов реестра. Первые отключают Game DVR, частенько бустит FPS, но и бывает не бустит ничего. Далее отзывчивая системы, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже активируем. Как это делать? Нажимаем PKM, и если Windows 10 у нас будет слияние, если Windows 11, тогда просто открыть. Вдруг чего, если начались проблемы, здесь есть бэкапчики, либо делаем заранее бэкап. Тут все расписано. MSI мод, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar отключаем здесь, игровой режим оставляем включенным. Ну и вдруг, если вам необходима схема питания, максимальная производительность, копируем команду, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да. Нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, нажимаем просто PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. После всех этих настроек залетаем в арену и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!